Мы с вами на пути к водопаду Маяна. Я сейчас прошел, видимо, не самым простым путем, вот, но все-таки до воды дошел. И вот сразу встает, как всегда, вопрос: идти вниз, что довольно интересно, или пройтись немножечко по верху. Ну давайте мы пройдемся немножечко по верху, во-первых. Во-вторых, мы с вами высоко. Мы с вами найдем нормальный путь к дороге, потому что по отзывам тут совершенно непонятно. По отзывам тут совершенно непонятно, как к этому водопаду проходить. А я попробую хотя бы вкратце все это дело вам объяснить и показать. Если вы захотите его посетить, этот водопад вам понравится и прочее. Немножко от каньона отвлеклись. Да, вон она, вон она. Надо будет пробраться тут сейчас. Походу, вот это он и есть тот самый знаменитый водопад. Могу ошибаться, конечно, но сейчас попробуем сравнить 2 плюс 2 по картинкам. Ну там много света, как будто ниже надо, не выше. Давайте пройдем ниже. Сделаю вам камеру обзора чуть-чуть повыше, чтобы вы смотрели больше не на камни, а на что у нас происходит впереди. О, водичка. Паутинка, все по классике. Это база. Какие-то бобры плотину делали. Ух. Ух, камушки-то того. Не все четко на своих местах стоят. О, прям чуть ли не по колено в грязь сейчас вошел. Паутинка. Очень много ловушек делают между ветками, деревьями. Паучки. Вот эта ветка, конечно, напрягает. Вот он, водопад. Так сказать, получайте, что заслужили, да? Хе-хе-хе. Ой, а здесь узенько. И придется, походу, намочиться, будь здоров. Какие альтернативы есть? Забраться здесь. Пока не готов мочиться, ребята. Я пока не готов. Вот по этому дереву, видимо, мы сейчас идем вниз.
О, настоящие лианы. Так, надо схватиться за что-нибудь. Вот этот выглядит надежно. Гораздо проще было сюда спрыгнуть. Кстати, здесь не очень глубоко. Зря я так волновался. Не, чувствуется, как будто воды мало. Смотрите, тут просто ручеек, да? А должен быть как минимум один водоем, судя по отзывам. Там, по-моему, 3 или 4 отзыва. И они говорят, что вода вот так вот течет и впадает в... Вот, кстати, похоже на то, что мне нужно. Нет, она слишком плавно уходит. Она слишком плавно уходит, ребята. О, все, вот это оно. Но я уже отсюда вижу, что там все замусорено. Вода застоялая. Вон оно, все зеленое. Ага, вон тропинка. Здесь тропинка. Но здесь не должно быть скользко, потому что, да, потому что здесь вода. Но на всякий случай лучше аккуратненько. Угу. Вот здесь фотки и были с отзывов. Вот такая вот вода здесь. Я бы здесь не купался, ребята. Не купался бы. Когда я вижу вот такие красоты, максимум, что можно сделать, это, ну, ноги помочить разве что. И то не рекомендуется. Водопад. И чуть-чуть вниз еще пройдемся и будем искать тропку назад. Ну, скорее всего, вот здесь мы пойдем. Потому что, очевидно, вот самый, как будто бы, правильный и быстрый путь. Сегодня, как видите, я больше не по воде хожу, да? Просто видя, какая вода, большого желания не имеем в такое окунаться. Да, красиво течет вниз, но я не думаю, что там дальше еще что-то есть. То есть проверить-то, конечно, можно, но давайте мы лучше найдем путь назад, короткий, чтобы вдруг вы захотите посетить этот водопад. Конкретнее, от водопада сразу сюда. Вроде бы даже по тропинке. Сверимся с телефоном, в какую часть света мы все-таки идем. Да, все правильно, нам надо вот туда к дороге, вот туда. Ух. Главное выбрать нужную правильную тропу.
Еще один сидит. Ну это какой-то стрёмный, ребята. Вы смотрите, какой он стрёмный. Капец. Такой укусит, сразу откинетесь. Ну да, похоже на тропку. Еще один. Смотрите, какие они все разноцветные. Это не есть хорошо. Еще один. Вот этот большой, смотрите. Ё-моё. Ноги еле волочат. Как увидел кого-то больше себя, сразу текает. Ох, тут сразу 3 паука. Не хочу. Придется перепрыгивать. Тут их слишком много. Еще один здесь вообще кокон какой-то. Туда к постройке выйдем сейчас. Блин, опять. Да сколько вас здесь? С 1000 лет никто не лазил, кроме меня, походу. Кажется, эту постройку я уже видел. Но это не точно. Курятник. Так, ладно. Походу мы сейчас выйдем через чей-то участок. In the road there? To road. Yes. The road. Ага, thank you, thank you. Thank you. Yes. Ага, ага. Так, там у нас... А, тут еще колючий забор. Колючий забор. Тогда мне надо через низ или через верх пройти. Немножечко сеточку. Оп. Блин, ну теперь реально через чей-то участок зашел. Сейчас попробую максимально обогнуть все это дело. Привет! Какой спокойный. Эти прям совсем в горах живут. Ребята. Ну, в теории, да. Вот это самый быстрый путь. Вот я иду практически к дороге. Она еще немножко левее. Сейчас самое главное выйти к дороге и поставить метку вам, чтобы вы потом могли спокойно заходить сюда. Так, мне вообще, по идее, надо левее уходить. А он мне почему-то видит туда. К очередному дому. Опять я на чей-то участок зашел. Ладно, пофиг, пройду сейчас.
охранник, охранник. Смотри, что дернет. Хопа! И через все эти участки проходить, конечно. Когда ты просто пытаешься к дороге выйти. Вот так вот раз. Это общая дорожка, переходящая во двор. Вот. Так что я иду довольно правильно и хорошо. Участки слева, участки справа. А вот это посередине, это общая дорожка. Вот я и на дороге. Почему я сразу не пошел? Вот мой байк стоит. Блин, приколдесина, конечно, жесткая. Наконец-то, первое на сегодня, не побоюсь это слова, настоящий водопад, а не какой-либо система донатов. Да, прям совсем малыши. Здесь легкий прудик, скамеечки, столики. Ну там вообще кто-то живет, походу, наверху. Оп. Да, оно так хорошо уходит вверх. Очень хорошо уходит вверх. Проведен трубопровод, соответственно. Да, тут лавочки, беседки уже в таком состоянии, в трухлявом, видите, да, сами. Посидеть можно только там на лавочках на первом уровне, разве что. Вот, когда я говорил про трубопровод, вот он уходит наверх. А вода идет, смотрите, вот оттуда, из-под решетки. Сейчас поближе подойдем. Нет, тут там на шпагат придется садиться. Я, конечно, могу, но давайте пока не будем так силы растрачивать. Вот отсюда течет красиво. И вот оттуда, вон там решетка. О, тут прям вообще альпинизмом надо заниматься. Хотя, смотрите, есть ступеньки выдолбленные. Это означает, что
цивилизация еще пока есть. Вот они, выдолбленные ступенечки. Все специально для того, чтобы мы залезли. Вот здесь тоже. Оп. О, лиана. Кстати, по ней можно наверх забраться. Потому что здесь... не так уж и много разных других путей. Сейчас осмотримся. Оп. Ну да, только туда наверх забираться. Здесь тоже по корешкам разве что. Альпинизм. Как знаете этот мем? Майнкрафт моя жизнь. Майнкрафт. Вот у меня, походу, такая же история с альпинизмом. А здесь что? Форт Боярд, что ли? Не, здесь пройти можно. Не очень надежные ветки, но очень надежная кора. Оп. И вот так вот легким движением ноги, ладно, не легким, забираемся в незабираемое. Ну, выше ничего не течет. Вы видели, да? Все течет из-под той решетки. Ну, наверное, когда-то здесь текло. Ну, там же еще выше есть пространство, куда можно залезть. Здесь тоже не просто так вымыло. Чисто одним глазком глянуть. Спуск. Ой, там тоже водоемчик какой-то. Классическая паутина в лицо. Оп. Глянули одним глазком. Нашли еще один водоемчик, да? Здесь все скромнее. Тут как будто бы просто дождь накапал, и эта вся влага не испаряется. Хотя вон, смотрите, есть движение воды из-под скалы вот этой. Но мы выскочили, конечно. Хрен пойми где. Водопад, по идее, должен быть вон там. Мы идем вообще непонятно где. Главное, далеко же ушли мы. О, вот это ты же сканул. А, не, вон наш водопад. Сейчас поближе посмотрим. Я всех масштабов не понимаю пока. О-о-о-о-о-о! Погодите-ка. Да, я там обязан быть. А я потом забраться смогу. Ладно.
Скользко, но не очень. Так что нормально. Обратно можно забраться. И здесь тоже. Эх, жалко, никто не видит, что я здесь. Прикиньте, да, сколько я прошел? Я начал там, обогнул это все и вылез здесь. И никто не видит вот этой красоты. Что я здесь чилю. Дети уже убежали. Оставили меня опять одного. Как обычно, скатиться или прыгнуть я не могу. Поэтому надо будет обратно лезть. Кстати, возможно, здесь будет лучше. Здесь удобнее, как будто бы забираться. Вот здесь, потом туда и наверх. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Вопрос хороший. Вопрос открытый, но... Главное, чтобы исполнение не подвело. Да. Правильный я путь выбрал. Хороший. Падать здесь было бы, думаю, долго. И наверх. Оп. Оп. Ну да. Я там выбрал такой более быстрый путь, а этот немножко поопасней. Но туда, куда мне надо, впрочем. Вон там тоже тропка. Видите, да, как все сделано для людей? Для людей от людей. Она такая искусственная, видно. Люди здесь ходили. Забирались, видимо, тоже на водопад. Только более простым путем, видимо. Да, здесь. Опа. Оп, оп. Ой. А здесь что-то все заросло. Ага. Вот такой вот уникальный путь мы проделали вокруг водопада. Сели на другом его конце. Покрасовались. Ни перед кем.
уже у скал. Там, ну, где-то по пояс. И надо смотреть очень тщательно под ноги. Очень мелко. А в середине этого озера, водоема, да, я даже руки поднял вверх, чтобы показать вам, что не глубоко. По горло, мне по крайней мере. У меня рост 174. Ну, такие водопады очень подходят для всей семьи, чтобы чисто зависнуть. Мест посидеть не очень много, да, то есть, но где-то кинуть свои пожитки можно. Тут наверху, например, тут внизу на водопаде тоже в том числе. Но для меня эти водопады все, не знаю почему, вот на каждом водопаде где-то приходится платить кровью. Вот, я уже весь побитый, как собака. Здесь. Вот это свежее, только что. Это тоже с водопада, с недавнего, уже затянулось. В основном это царапины обычно бывают. Но где-то не увидишь, бывает камень под водой. Где-то меньше осторожничаешь, чем нужно. Да, это жестко. Ну, я считаю, что водопадик заслужил немножечко денежек. Давайте положим, ну, скажем, 20-очку. Где нахожусь я, а где находится эта гора? Гора вот там наверху. Он мне показывает, что типа езжай по вот этой дороге, и потом здесь типа тебе совсем понты нужно будет пройти. Ну, как сказать понты? Отсюда тоже выглядит, что понты. Решился я все-таки попробовать попасть на гору с моей стороны. По крайней мере, здесь есть тропки и бензопилы. Вот сюда это все ведет, а куда дальше непонятно. Какой-то путь вроде бы даже есть, но он настолько неочевидный. Он настолько неочевидный, что я даже не знаю. Ладно, попробуй чуть-чуть позабираться и посмотрим. Если пойдет лучше, значит продолжим. Если нет, вернемся. Ладно, и так сойдет. Очень круто, что я, пробираясь по джунглям, вышел на вот эту вот тропу. Вот, и начал взбираться наверх. Вот тот синий домик. Вот тот синий домик. Там я байк оставил. Вот, очень хорошо, что я нашел именно эту тропу. Она получается так, что идет прямо наверх на этот холм. И оказывается, это не 3 часа времени всего лишь заняло. Ну, я иду минут 20-25, наверное. Вот, может быть, час туда, час назад займет. Ну, скорее всего, очевидно, что я пошел самым диким путем. Самым диким. Но тут если тут есть проторенные тропинки, дорожки, это значит только то, что помимо меня кто-то еще здесь ходил. Вот, мне нужно буквально туда забраться сейчас. Я не знаю, как это сделать сейчас. Возможно, вон есть тропа какая-то. Есть обходной путь. Карабкаться туда. Такое себе. Скорее всего, вот там идет на спуск. И здесь где-нибудь оно соединяется. Угадайте, кто почти пришел. Правильно, это я. Здесь есть еще одна дорога. То есть, возможно, можно даже было от главной дороги, там внизу, которая пролегает,
где-то минутах в 5-7, наверное, заехать сюда, если навыки нужные имеются. Тут стоят кресты. На нем метка 10. На вот этом ближайшем метка 11. То есть вниз еще должно быть 9 крестов. По идее должно быть 9 крестов. Что-то, наверное, это означает. Вот. А общее количество мы с вами сможем увидеть их только наверху. На кресте метка 14. Остальные внизу. Итак, город Джагна. Там горы еще выше, но туда даже смотреть страшно, не то что ехать. Хотя вот там тоже на холму, посередине между вершиной и низовьем, я вижу тоже домики есть. А мой байк, я потом приближу, вот там голубой домик. Вот там голубой домик. Домик с голубой крышей. Рядом стоит слева от него пальма. Вот под этой пальмой мой мотобайк. Будем возвращаться обратно. Потому что силы потихонечку меня покидают. Ну и камеру надо зарядить, естественно. Я обычно глазастый. Я иду, смотрю, ветка загнута странно. Смотрю на конец. К ней привязана веревка. И привязана веревка к этому концу. Я так понимаю, это капкан. Капкан на кого-то. Здесь вот леска привязана. Здесь петля. Фух. Сейчас бы меня... Оба! Поймали. Спасибо, что не медвежий. Ну что, я вас поздравляю, мы в порту Джагны. Сейчас идем в билетные кассы. Чисто осмотреться, что это по ценам выйдет, сколько за переправку байка выйдет, если я решусь на это. Один рейс в сутки туда и обратно. С Камигуин до Джагны 9:30 утра. С Джагны в Камигуин 2:30 дня. То есть вот через 50 минут отправляется паром туда. И конские цены, абсолютно конские цены за перевозку транспорта. Трицикл 5000 песо, мотоцикл 4000 песо. Ну и дальше пошло. За машины там вообще аж по 10 000 песо. А так, в принципе, цены туда 1000 песо. Вполне себе нормально. То есть как будто бы, если туда плыть, то нужно просто плыть и брать в аренду байк там, на месте. В этой части города находится 2 пляжа. Вон там рыбак с удочкой в камнях. Не знаю, как он здесь рыбу собрался ловить, но окей. В общем, здесь пляж, 2 пляжа с одинаковыми названиями.
Как будто большая кость, смотрите. Оп, оп. Это дерево. Думаю, нифига вымыло малыху. Очередные улитки налипли. Как обычно, электронику я с собой не брал. Так что все путем должно быть. Оп. Да, есть здесь лестница. Смотрите, сколько крабов. У-у-у! О, охренеть, их тут вообще, вы смотрите, ё-моё. Но они так быстро удирают, так быстро удирают, что прям вообще. Вон они там, вон тоже крадется. Только видят, они сразу за это, за угол, за поворот стараются. Вон еще один. Оп, 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 оп. Все, под воду ушли. Прикольно. Обзорный вид. Да, раньше здесь наверняка что-то было, но потом оно развалилось в дрова. Ого-го-го! Вы поняли, почему развалилось? Потому что просто все вымыло нахрен, всю скалу. Опасно тут ходить, конечно. Вымыло, будь здоров. Это заброшенная фазенда, усадьба. Смотрите, ее даже ветками там за это заблочили. Дверь. Вот так вот строишься на берегу моря. Потом появляются всякие такие. Здесь тоже все вымыло, все упало. Интересно, как быстро вот это все дело вымывает. О, под нами еще один уровень обзорный есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Здесь уже все развалилось. Вон на той скале тоже что-то посерединке выдолблено. Тоже какая-то обзорная штука. Ну и вилла в запустении, очевидно. Как будто никто здесь не живет. Прикольно, да? Тоже в скале придумали сделать такое. Там тоже, кстати, спуск. Ну, еще туда пройдемся. Может быть, здесь даже владелец какие-нибудь лодки хранил. Такие удобные спуски очень.
О, еще крабики. Оп-оп. Замерли. Наблюдают, наблюдают. Бу! Вот тоже крабики. Ну тут полно крабов. Вообще прям красота. Ну вот здесь был такой эксклюзивный пляж. Реально выглядит очень круто. В общем, место очень интересное. Мне прям понравилось. Я не думал, что тут прям такое будет. Поплавать тут, наверное, тоже приятно. Но не в этот раз, не в этот раз. Отдам эту привилегию вам. Я тут подумал и решил, что пора уже все-таки искупаться в море. А то чё? Чё мы там все как эти ходим? И заодно позагорать. Открыто с 6 утра до 6 вечера. У нас получается пляж справа, там куча людей. И слева у нас там скалы. Вода прозрачная. Блин, пляж мне этот уже очень нравится. Отличная вода. Я сначала думал, что будет холодная, но нет. Нагрелась, походу. Сейчас, кстати, 3 часа дня. 3 часа дня сейчас уже. И просто прекрасно. Водорослей на дне нету. Ходишь как царь по дну. Захотел, поплавал. Походу тут все бесплатно. Вон люди в беседках сидят. Ребят, вообще, вы просто смотрите, какая вода. Пляж однозначно к посещению рекомендуется. Тем, кто не любит песок, соскучился по Черному морю с его каменистыми пляжами, вот вам сюда. Здесь уже, кстати, немножко песочек пошел. И грязный пляжик в виде водорослей. Да, там как будто было гораздо чище, смотрите. Здесь уже водоросли какие-то прибивает, во-первых. Во-вторых, вот они здесь у берега колышутся. Так что та часть пляжа, где я зашел, где, собственно, стоит метка, она самая лучшая. Опа, крабики, крабики, крабики. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот это маленький. Вон еще малыши. Наконец-то мы их увидели. Прям очень близко. Вот еще. Они ползут, 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 ползут. Вон вверху тоже ползут. Вау, как тут круто. Смотрите. А здесь дети резвятся. Да не только дети. Я такой выплываю, блин. Hiya, bud.